Вы видели многое. Активные фрики от науки со своими фобиями. Будут опять женщины-гермафродиты. Мимикрирующие шарлатаны с целым движением рьяных последователей, забивающих мозги школьникам паранаучной чепухой. А сзади из-под хвоста, из клаки, у ней как раз выходит этиловый спирт. Лицемерные, недальновидные религиозные садисты, которыми восхищался весь мир. And no contraceptives. Мошенники с воспаленным воображением, не отличающие своих фантазий от реальности. Наверху сидят у нас эти люди, которые являются потомками рептилий. Их информация сидит в генетическом аппарате. Распиаренные, прозорливые старушки, вовремя смекнувшие, как можно это выгодно использовать. «Твой смысл жизни, — сказала Ванга, — быть моим мужем». А теперь представьте, что было бы, если всех этих персонажей соединить воедино. Приготовьтесь узреть ученого, писателя и просто сверхчеловека, который утверждал, что силой мысли заделывал озоновые дыры, вызывал НЛО, предотвращал войны, останавливал ураганы, передвигал нейтронные звезды, исцелял рак, контактировал с другими цивилизациями и прочее, прочее, прочее. Иными словами, это истинный гуру самосовершенствования и развития. Вы готовы? Вот он! Да, сверхлюди выглядят именно так. Вы что, не знали, что астральная мощь измеряется в центнерах? Просто я немножко знаю организм человека и могу управлять. Не только своим, но и чужим, как понимаете. И нет, это вовсе не ироничная пародия, это реальное выступление Николая Викторовича Левашова. И на этих словах в зале никто не смеется. Там стоит гробовая тишина, ведь сам маэстро рассказывает удивительные истории, как он блуждал вне тела по просторам нашей вселенной. Когда я еще в 1987 году начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. И видно, там существа разные между собой беседуют. Знаете, детское воображение – это замечательно, но только никогда его выдают за реальность доверчивым людям. Среди этих доверчивых людей у Левашова имеется множество последователей, чем он, несомненно, гордится. Называет их студентами. Один из моих студентов, которому хорошие задатки, перестроил мозги и так далее. Студент. Перестроил мозг. Термин «адепты» подошел бы больше. Дело в том, что Левашов – основатель своей околорелигиозной организации «Возрождение. Золотой век», которая существует и поныне. Организация занимается разными вещами, например, вот цели, обозначенные на их сайте. Возрождение подлинных знаний о наших предках. Нет, не об этих предках. О великой, высокоразвитой цивилизации, созданной ими в течение многих сотен тысяч лет, процветавшей на нашей прекрасной планете Мидгард-Земле. Некие знания, разумеется, берутся из астральных путешествий Левашова и его адептов. По-видимому, оттуда же взялся и дикий бред в стиле РЕН-ТВ о высокоразвитых цивилизациях. Самое страшное – это то, что Золотой век несет свою феерично-бредовую пропаганду в учебные заведения. Так, любители сказок Левашова, которые преподают в школах, проводят конференции, на которых промывают школьникам мозги трудами Левашова и его соратницы Ермаковой. Темы стандартные. ГМО всех уничтожит, вакцинация поработит, уроки сексуального воспитания растлят нацию, а проклятые американцы используют биологическое оружие против матушки России. В общем, типичный набор пациентов. В идеях самого Левашова, как и данной организации, видится недюжая любовь к конспирологии. Например, на вопрос о том, почему по его чудо-методикам исцеления не готовят врачей, Левашов включает режим теории заговора. Медицинская мафия, которая существует, и вам не нужно объяснять, что она есть, будет очень сильно возмущаться против того, что они будут делать. И нужно быть готовым к этому. Да, действительно, давать адептам Левашова убивать людей – это непозволительная роскошь для медицинской мафии. На сайте маэстро размещены различные оздоровительные сеансы, которые имеют некий мистический эффект восстановления организма, но только при первых 10 просмотрах. Дальше сеанс нужно скачивать заново. Астральный трафик сайта такой астральный. Сам Николай Викторович не стесняется проводить свое колдунство и на сцене.
Ну, по крайней мере, саундтрек они подходящий выбрали. Но, как обычно и бывает, этим цирком дело не ограничивается. Как и любой гуру, Левашов утверждает, что может исцелять людей силой мысли. Да-да, он так и пышет здоровьем. Неудивительно, что его распирает желание поделиться им со своими зрителями. Вы чувствуете, что в солнечном сплетении у вас что-то прицеплено, да? Это очень часто прицепляется солнечное сплетение, откачка это очень удобно. Как сейчас? Получше. Держите. Так вот, таким лечением Левашов убил как минимум 2 людей. Ну, как убил? Их убил рак. Левашов всего лишь подтолкнул к отказу от лечения и заверил, что убрал злокачественную опухоль. Косоглазие и собственное брюхо ему не по силам, но как только появляется чужая, невидимая для невооруженного глаза болезнь, наш гуру тут как тут. Первым погибшим человеком, смерть которого получила огласку, была актриса Сьюзан Страсберг. Вторым – Элизабет Тарк, психолог, слишком доверявшая различного рода мошенникам и верившая в эффективность молитв. Ссылки в описании под видео на YouTube. Сколько вообще людей погибло под действием идей Левашова, можно только гадать. Кроме оказания помощи в умерщвлении доверчивых людей, Левашов демонстрировал недюжие познания в психиатрии. Чаще всего такие проявления буйства у сумасшедших связаны с тем, что в их теле находятся не сами они, а сущность. В виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Социальный паразит, что в моем понятии ассоциируется в основном с таким вселенским злом, действует для того, чтобы паразитировать. Он уничтожает тех, кто может ему мешать. Большинство из этих людей именно сейчас в верховьях находящихся, особенно левиты, все иудейского происхождения. Именно социальные паразиты, они управляются. И почему периодически им нужно чистку делать? Потому что периодически появляются люди, которые уже не контролируются ими. Социальные паразиты, евреи, чистки. Знакомая история. Знаете, нет ничего удивительного в том, что книгу Левашова «Россия в кривых зеркалах» внесли в федеральный список экстремистских материалов. Жаль, что более традиционную литературу на экстремизм никто не проверяет. Ксенофобия, разжигание ненависти на религиозной почве, исключительность русского народа. По мнению адептов, ничего экстремистского в этом нет. Его движение «Возрождение. Золотой век» позже устраивало митинги в поддержку данной книги. Ну а другие приверженцы идей Левашова выражали свою позицию в несколько более грубой форме. Вооруженный человек ворвался сегодня в главный кафедральный собор Южно-Сахалинском, храм Воскресения Христова, и открыл там стрельбу. Как сообщили агентству «Интерфакс» местной епархии, жертвами преступника стали 2 человек. Никто не любит конкурентов. Но вернемся к нашему маэстро. Когда, допустим, объявляется, что гомосексуализм – это нормальное явление, и что это вообще все замечательно, и что они такие замечательные люди. Это больные люди. Действительно больные люди. Сильное утверждение, опровергающее как минимум главный классификационный документ в здравоохранении и как максимум консенсус научного сообщества, специалистов в области медицины и психологии, установивших, что гомосексуальность – это совершенно нормальный вид сексуальной ориентации. Почти никто из врачей, ну мало кто из врачей знает, что, допустим, гипофиз гомосексуалиста, мужчины, в 4 раза больше по размеру, чем гипофиз нормального мужчины. В 4 раза по размеру. Ну, сопоставьте такой и вот такой. Это патология. Или он черпает свои знания из астральных путешествий, или господин Левашов перепутал гипофиз и гипоталамус. И не больше, а меньше. У женщин ядро сексуального диморфизма, это такая область в гипоталамусе, в 2 раза меньше, чем у мужчин. Ряд исследований показал, что эта область гипоталамуса у мужчин, склонных к гомосексуальности, также меньше. Однако замечу, что данные не слишком достоверны ввиду небольших выборок. Кроме того, не будем забывать, что индивидуальные различия между людьми могут быть больше, чем межполовые. Это во-первых. А во-вторых, меньше область гипоталамуса, и что с того?
У людей существует множество половых различий в мозге. В целом, мозг лесбиянок походит на мозг гетеросексуальных мужчин, а мозг геев на мозг гетеросексуальных женщин. Отличия и схожесть выделяют по различным показателям, от объема полушарий до активности миндалевидного тела. Вот только эти отличия не определяют ни уровень интеллекта, ни того, что можно было бы назвать отклонением от нормы и тем более патологией. Ведь, следуя логике Левашова, быть гетеросексуальной женщиной – это патология. Свой мозг видите сейчас? Как сейчас видите? Нет? Нет. Очень многие паразиты, как раз проявление вот этого гомосексуализма связано с проявлением генов вот тех гермафродитов, которые изначально мы говорили. Потому что измененные хромосомы способствуют проявлению гомосексуализму. Они очень многие у власти, к сожалению, во всем мире находятся. Если они у власти, значит, и они являются больными людьми, их нужно лечить, помогать им избавляться от проблемы. Учитывая все вышеназванное, на мой взгляд, проблемы есть только у Левашова и его свиты. Из них получились бы интересные пациенты. Всем галоперидола. Отдельного внимания заслуживают подвиги Левашова. Например, он утверждал, что остановил цепную реакцию на АЭС Фукусима-1. Что я еще сделал? Я поставил защиту, и ничего, ни радиоактивное облако, ничего на Россию не пошло. Мне прислали. Или в ажиотаж 2012 года Левашов рассказывал о том, как он изменил орбиту некой нейтронной звезды, угрожавшей нашей планете. Правда, у него нейтронная звезда имеет радиус 3600 километров, в то время как нейтронные звезды в среднем имеют диаметр от 10 до 20 километров. Нейтронная звезда, диаметр которой 3600 километров, орбита планеты Х, Немезиды, была изменена на 90 градусов, она была выведена за пределы Солнечной системы, уже никогда не будет приходить и делать свои пакости. Забавно спасать мир от опасностей, протекающих своим ходом или и вовсе являющихся вымыслом воспаленного воображения. Может, и по земле мы все ходим, потому что нас удерживает астральная сущность Левашова? Кто знает. Но спасение от вымышленных опасностей – это далеко не все, на что способен Левашов. Он также любит показывать фокусы, в смысле чудеса. Правда, отбирает он для демонстрации чудес только самых внушаемых людей. Пожалуйста, желающие, возьмите руки, это скрестите. Тепло проникает в каждую клетку. Вы чувствуете, как теплые волны пронизывают вас и погружаются все глубже и глубже. Пальцы скрепляются, все сцепляются все сильнее и сильнее. Затем Левашов отсеивает тех хомячков, что не испытали достаточного трепета перед его величием. Теперь попробуйте расцепить пальцы. У кого пальцы не расцепляются, просьба выйти. Есть такие? Вот только некоторые адепты так увлеклись, что забыли о том, что сцепленными руки нужно держать всегда. Что нисколько не мешает маэстро с уже отобранной публикой устраивать свой цирк, параллельно рассказывая о том, что добился он этого при помощи неких астральных потоков. Потоки, которые шли человека, я направил их так, чтобы они воздействовали, если наши мышцы сгибатель и разгибатель. Я знаю, какие сгибатели и какие разгибатели работают, просто заблокировал их. Но мало того, он еще гордится тем, что показывает свои фокусы на внушаемых людях. Мы поймали в нашей, так сказать, сети кого? Лохов. Ой, простите. Они сами, наверное, определят, что это. Замыкание пальцев – это тест, который я придумал, который позволяет очень легко и быстро выявить людей, которые достаточно расположены к трансформации. Трансформации. Вот здесь Левашов трансформировал своих адептов в состояние неуязвимости и показывает на них удары нечеловеческой мощи. Больно? Да не, нормально. И вот это значит ударить. Вы знаете, от такого удара другой бы отлетел несколько метров. У Чака появился достойный конкурент. Забавные трансформации происходят у адептов. Правда, походят они больше на ярмарочные фокусы, настолько старые, что те успели стать типичными атрибутами шарлатанов в кино. А сейчас человек свободно и владеет, да? А сейчас? А сейчас уже не можете. Я бы очень хотел сесть. У меня рука отнимается. Так опустите ее. Вам ничто не мешает. Но я не могу. Не верьте всему, что вам говорят.
Следующий желающий. И как вы? Не приклеились, да? Не годитесь. А вот так просто, не годитесь. Фейл, по мнению Левашова, не в том, что фокусник из него хреновый, а в том, что адепт не тот попался. Но это еще не все. На сайте Левашова есть видео, неоспоримое доказательство проявления сверхспособности – телекинеза. Вот Левашов передвигает стеклянный стаканчик по мокрой поверхности. Настоящее чудо. Хотите узнать его рецепт? Немного горячей воды, прогретый стаканчик, знакомый доверчивый репортер, стильный хвостик, и вы уже не просто школьный фокусник, вы мастер телекинеза. Это доступное каждому клоуну цирковое манипулирование внушаемыми людьми и фокусы из школьных кабинетов физики, которые уж никак не потянут на проявление сверхспособностей, подробно разобраны членом комиссии по борьбе с лженаукой Юрием Горным. Разумеется, после посещения одного из выступлений Левашова. О нет, почему-то испугался. Подмечу, что Левашов отреагировал на критику в свой адрес как взрослый и достойный человек. Взял и сказал, что это все от зависти. Я не собираюсь ничего никому доказывать, потому что я доказал достаточно. Кому положено, все знают. И видно, обычно так кричат люди, которые ничего сами не умеют. Или очень мало что умеют. И когда у них есть зависть, то они так обычно себя ведут. Вот ты и попался, проклятый каннибал. Ой, да ладно. Ты просто завидуешь, что не умеешь так же вкусно готовить. А вообще, для понимания объемов изрекаемого бреда, возьмем любые 10 минут выступления Левашова и посчитаем количество трэша. Темные гермафродиты – это серая раса, ну, это вы читали, я описывал это. Инопланетяне прилетели, да, то они обязательно очень высокого уровня развития. Но это же неправильно. Уровень планетарного развития – это просто как мы вылупливаемся из своего собственного яичка, вот, планетарного. Атлантида находилась, или Атлань. Они, имея возможности, гораздо превышающие возможности красной расы, которые были рядом с ними жили, они поработили, сделали рабами. Первая мировая война была развязана, Вторая мировая война развязана. Последний раз появлялись, вот когда черная пирамида зависла над Кремлем. Помните, да? Каждый раз мы входим в новую биомассу. И сущность, которая входит в биомассу, она сталкивается с этой биомассой, и она должна развить эту биомассу. В первых тех же самых христианских церквях показана сцена, где над местом распятия и вознесения летающие тарелки. Нашла действительно картину, считаю, что забытую, Рафаэля, где прекрасно изображена тарелка летающая. Я, конечно, могу сейчас в доли секунды записать всю нужную информацию на ваш мозг. А вы сможете ее вытащить из мозга? 10 из 10! Отдельного упоминания заслуживает его бывшая супруга Мзея Левашова, с которой они совместно занимались целительством в конце 80-х годов. По шкале трэша Мзея могла бы конкурировать со своим бывшим супругом. После развода она объявила себя воплощением Иисуса Христа. Да, женщины с бородой тогда еще не были мейнстримом. Для достижения высших, тончайших вибраций. Этим дело не кончилось, и в настоящее время она называет себя Андромедой, Мзеей Соломонией из тонких миров. Ну нахер. Можно упомянуть и контингент, посещающий семинары Николая Викторовича. Помните этого человека с узнаваемыми усами? Да-да, именно он сжимал свои руки на сцене под действием астральных потоков. Кстати, он упомянул, что работает преподавателем. Поставили на сокращение с формулировкой, что я прорусски настроенный человек, и не должны такие люди преподавать. Вот недавно был в кинотеатре, да, показывали один из последних фильмов Михалкова. Все сидят, эмоционально загруженные люди, а, например, в левом верхнем углу большая сущность забирает потенциал с людей. На самом деле сущность есть, но сидит она в кассе и собирает не потенциал, а деньги за очередные высокооцениваемые критиками фильмы Михалкова. Но сколько веревочки не виться, все равно конец будет.
Левашов умер 11 июня 2012 года. Его адепты сделали из его смерти целую драму, написав на сайте, что его смерть – результат спланированной акции физического воздействия на организм методами современного чудовищного оружия. Его ликвидация была осуществлена врагами с применением биологического, генетического оружия, физического и радиоактивного излучения. Да. Ну, не хотят они мириться с тем, что их полубог просто так взял и начал кормить червей. Шарлатан мертв, но его дело цветет и здравствует. Адепты и поныне живут в своей стране эльфов, устраивают семинары и промывают мозги школьникам, свято веря, что их духовный лидер продолжает бороздить астральные миры. Нет, ребята, он мертв, а после смерти мозга есть только биологический распад. В его кончине для меня остался лишь один непонятный вопрос. Как эта туша влезла в такой маленький гроб? У Чака появился достойный конкурент. Вот что значит ударить.